Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Прочитал книгу легендарного Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и сделал на нее обзор. Он будет содержать не все, но самые важные рекомендации и примеры книги. Информация для тех, для кого это видео первое. На книгу будет два варианта обзора. Вы смотрите вариант «Книга по блокам», вводная часть и 7 навыков. Навык 7. Затачивайте пилу. Выглядишь очень усталым. Давно пилишь? Почти 5 часов. Еле на ногах стою. Заточи пилу. Дело пойдет быстрее. Нет у меня времени пилу точить. Мне пилить надо. Подобный диалог Стивен Кови сравнивает с жизнью некоторых людей, которым некогда учиться, некогда заниматься физическими упражнениями, некогда уделить свое время близким. Им некогда заточить пилу. Автор 7 навыков высокоэффективных людей рекомендует регулярно обновляться в разрезе 4 факторов. Физическое обновление, интеллектуальное обновление, духовное и социально-эмоциональное. 7 навык можно назвать обобщающим, и описывая его, Стивен Кови делает много ссылок на предыдущие 6. Так, 7 навык требует от нас проявления проактивности. У меня нет на это времени, меняем на «я выделю для этого час в день». 7 навык требует от нас постановки целей, иначе будут непонятны сами направления нашего развития. Конечно, 7 навык требует от нас выполнения намеченных целей. Физическое обновление предполагает употребление правильной пищи, обеспечение достаточного отдыха, регулярные физические упражнения. Причем физическими упражнениями Стивен Кови рекомендует развивать выносливость, гибкость и силу. Стоит обратить внимание, что регулярные упражнения – это не только развитие физического состояния нашего тела, но и тренировка нашей силы воли, нашей проактивности. Духовное обновление люди могут испытывать под воздействием медитации, великих литературных произведений, музыкальных произведений, в общении с природой все, что может привести нас к состоянию внутреннего покоя и умиротворения. Интеллектуальное обновление Стивен Кови рекомендует проводить с помощью чтения хорошей литературы. Ведь так вы можете общаться с лучшими умами прошлого и настоящего. Автор советует начинать с одной книги в месяц, а в дальнейшем набрать темп для прочтения одной книги в неделю. Обновляться интеллектуально мы также можем с помощью письма, например, ведения дневника, с помощью организации и планирования. Социально-эмоциональный фактор обновления Стивен Кови рекомендует реализовывать с помощью комбинаций 4, 5 и 6 навыков. То есть в каждом взаимодействии искать и полагаться на интересы свои и окружающих, и искать пути решения, которые смогут привести к продуктивному сотрудничеству сторон с различными, а то и с противоположными точками зрения. Для развития привычки номер 7 автор рекомендует воспользоваться 4 способами. Первый. Составьте список действий для поддержания вашей физической формы, соответствующие вашему образу жизни и вашим интересам. Второе. Выполняйте одно из этих действий на протяжении следующей недели. Отступить возможно только в одном единственном случае. Более приоритетное дело, которое соответствует высшей ценности. Рекомендация 3. Составьте такой же список для духовного и интеллектуального измерений, а в социально-эмоциональном составьте список людей. Выберите по одному пункту и внесите их в список дел на следующую неделю. 4. рекомендация. Возьмите обязательство еженедельно планировать конкретные действия по затачиванию пилы. Выполняйте их и оценивайте результаты. Канал «Читаем для вас» будет рад помочь в вашем еженедельном саморазвитии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь с теми, кто вам дорог этим видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!